Всем привет, мои дорогие зрители! Вот, у нас сегодня пятница, 1 мая. В Бельгии это праздник, это выходной день, государственный, сегодня выходной. Вот, и мы думали, что его куда. И вот думали сначала поехать в Остенде, к морю. Потом подумали, вдруг там ветер. Ну, не знаю, как-то я еще не готова, наверное, ехать к морю. Вот, решили поехать в Брюгге. Муж уже, да, после Гента каждые выходные мне поехали. Сегодня вроде бы тепло, дождя не прогнозируется. Вот, ветра тоже нет, на удивление, последнюю неделю просто ветра дуют, ну, невозможные. Вот, и мы решили в Брюгге, но людей валом на вокзале, возле касс, везде. В общем, не знаю, потому что еще завтра суббота, воскресенье, 3 дня получается выходных, поэтому куда-то люди уезжают, выбираются все с чемоданами, с какими-то там многочисленными, видите, пожитками. Вот. Расписание меняется постоянно. Вот, не знаю, недели 3 назад ездили тем поездом, который ехал в Гент, он дальше шел на Брюгге. Теперь совершенно другое расписание. Может быть, они так на праздничные дни сделали, теперь на Брюгге идет отдельно. Только что шел на Гент, сейчас идет на Брюгге. Что я себя блещу? Непонятно. Ну, ладно, в праздник можно. Вот, но хоть немножко разъехались люди, тут только что, боже, что было. Капец, все. Ну, наверное, мы все-таки поздно приедем. Не так много будет времени, ну, в принципе, ладно. Такой вид красивый с вокзала. Вот как раз идет, начинается вот эта вот Бриллиантовая улица. Здесь, ну, красиво, так атмосферно. Ничего не видно. Смотрите, какие грязные окна здесь. Стекла, посмотрите. Не знаю почему. Какую-то бы большую машину вы подогнали. Хотя бы вот, знаете, со стороны, вот с боковой. Ладно, уже я понимаю, что вверху трудно, сложно. Но вот эти вот же можно. Ну, вообще грязнючие. Хотя сам вокзал такой шикарный. Все снимают. Люди, те, кто первый раз, здесь видно, что просто в захвате. Красиво очень. Все снимают вокзал. Он просто шикарный. Так, ну что, ребятушки, 1,5 часа мы в Брюгге. Здесь довольно-таки первомайская такая обстановочка. Проехали мы только что мы мимо, но мы там не остановились. Я не стала вам ничего показывать, потому что там прям очень многолюдно. Там такая, прям центр такой прям аттракционов. Очень много аттракционов, всяких разных, между прочим, и экстремальных то же самое. Там очень много людей. Вот, но нам аттракционы не нужны. Мы хотим рустик, отдых такой спокойный какой-то. Вот, может быть, на канале покататься, а может просто где-то посидеть. Мы взяли так, чтобы пледик, может быть, посидеть на травке, бутылочку шампанского выпить, а может быть и нет. Ну, вот такая вот обстановочка вам показываю. Первым делом
обновочку нужно себе приобрести. Короче, проходили по этой шопинг-улице, конечно же, не сдержаться, чтобы зайти. И вот купила себе вот такой вот. Есть у нас тоже в Антверпене этот магазин, и, короче, я что-то туда никогда не захожу. Заходили год назад, когда ехали на море. Купили там купальник, мне там сумку пляжную, хорошую, в принципе, такое. Как-то по одежде не очень захожу. И вот зашла, купила себе такую вот поло и еще там футболочку розовую. Вот. Не удержалась. Ну и жарко. Жарко очень. Вот. Думаем, стоим, куда его пойти сначала. Людей просто очень много и такое. Перестаешь соображать что-либо, когда видишь много людей. Идем на причал, на канал. Валерочка все это время хочет прокатиться по каналу. Вот, посмотреть со стороны водички. Вот, по всему Брюгге. Вот на лошадках еще такие вот экскурсии есть. Тоже очень романтично. Но по-своему интересно. Но хочется нам на лодочке. Так, ну что вы думали? Брюгге же тоже славится пивом. Посмотрите, сколько здесь сортов пива. Короче, Бельгия, я не знаю, пьют безбожно. Что вам сказать? Смотрите, сколько сортов. И пивоварен море. Вот просто море. Ты когда даже у чата GPT спрашиваешь, какая самая лучшая, он просто в растерянности. Потому что все они по-своему оригинальные, все они по-своему атмосферные, необычные, чем-то отличаются друг от друга. Сортов миллион. Вот, и поэтому очень сложно на самом деле дать определение, какая из них вот прям самая-самая. Вот. Конечно, для любителей пива здесь рай, но я пиво вообще в априори не пью, я не понимаю в нем вообще ни вкуса, ни удовольствия. Вот поэтому для меня, конечно, этот момент совершенно, не имеет никакого смысла. Да, симпатично поснимать, но не более. Очередя, конечно, на вот эти посадочные лодочки сумасшедшие. Посмотрите. Вот это все очередь за билетами. Скажите, как красиво. Совсем другое. Мы тоже были тогда весной, было очень красиво, потому что здесь очень много зелени. Вот, но сейчас тепло, и это совсем другое дело. Единственное, что посмотрите, какая очередь. Да. И с другой стороны точно так же. Очередь, конечно, наверное, где-то на час. Покажу вам пока вкуснятинку. Посмотрите, какие шоколадные всяческие изделия. Смотрите, как будто бы ржавые замки, ключи, плоскогубцы. Это все, конечно же, шоколад. Потом вот этот рис воздушный, вафли рисовые. Обычные вафли. Здесь они какие-то кругленькие готовят. Есть, правда, и квадратные. Макаронс. Наборы конфетные. Потом есть в виде помады. Посмотрите, тоже шоколад. Такой цветной. Вообще магазинчики все такие яркие, сувенирные, такие прям броские, в глаза бросаются. Хочется зайти. Такой ассортимент, конечно, разнообразный, интересный, яркий. Вот. Что, зайдем?
Долго мы простоим. Там, короче... Да, здесь, конечно, мы выбрали для этого не самый лучший день. Туристов просто неимоверное количество. Неимоверное. Все это очень долго. По кругу идет, аж он туда, он в это. Это мы часа два только потеряли. Ну да, я понимаю. Ну, я просто думаю, молчу, думаю, ну, ты хочешь, да и хочешь, не буду тебя уже... И вон, смотри, Валер, с той стороны. Ну, там тоже много людей, смотри. Ну, потом. Везде. Потому что цена такая, ну, более-менее доступная, 15 евро, и поэтому, понятно, желающих себе провести время романтично на водичке очень много. Ну, какой круг? Ну, какой? Вон, Ну, вон, смотри. А сейчас бы, если бы мы купили, еще надо 4 лодки ждать. Ну да, ну а что сделать? Что, это мы... Ну а как ты хотел? 4 часа. Ну а как ты хотел? Да я ж ничего не хотел. Я просто думал, что подходит. Ты думал, что ты день хочешь, и все, и ты сейчас придешь, и тебе сразу подгонят 10 лодок, и скажут, Валерочка. Ну, смотри, куда идет. Я вижу. Вот так Валерусик, пошли. Все, я уже все поняла. Это было понятно, что везде очередя. Ну, выходной день, и плюс пятница, и завтра, суббота, воскресенье, выходные. Здесь приехало море туристов, и все они хотят развлекаться, точно так же, как и мы. И все. А на этом месте всегда еще и рынок. Вот там, где вот эти вот посадочные для этих покатулек. Вот тут здесь всегда. В прошлый раз был всякий раритет. Какая? Вот такую фигурку я встречаю практически на всех блошиных рынках. Балерина, конечно же. Колокольчики. Я знаю, что многие люди коллекционируют колокольчики. Вот это, кстати, я еще не пойму, что вот за страсть, потому что есть и очень большие. Вот такие вот, что это, афиши или что это, старые. Старые рекламы, картинки. А вот, смотрите, для канареечки какая клетка шикарная. Ну, в общем, куда ни подойдешь, везде вот такая вот очередь, видите, тут хоть лавочки придуманы. Все сидят, но ждут посадки. Ой, как я хочу прокатиться, если честно. Мост Бонифациуса. Вот, мост влюбленных. По легенде, если кто по нему пройдет, ну, влюбленная пара, то любовь будет долгой, вечной и просто непоколебимой. Мы такие, когда пусто было, простояли, провтыкали. Ну, правда, пофотографировались. Вот. Когда людей набежало, и мы сюда пришли толкучку создавать. Красота. Это кафедраль, это собор Богоматери. Вот. Вид, конечно, такие ступеньки.
Прям, знаете, как вот, прям старинные ступеньки. Смотрите, как красиво здесь. Валерий, мы с тобой здесь уже дважды. Мы с Валерием уже дважды прошлись по этому мостику. Весной, когда были, и сейчас. Так что, Валерий, любовь наша вообще каменная, понимаешь? Уже ничем ее... Ну, можно и с той стороны, вон, пройти. Ой, кто бы только знал. Валерий толкал меня, пошли сюда. Я уже пошла сюда, он пошел там тихонечко, где тихо. Ну, что это такое? Вообще, посмотрите, пошел в другую сторону. Интересный человек. Безе какие огромные, наверное, с мою голову. Вот есть такие с дырками внутри. И там еще карамель. Есть лимонные, есть шоколадные, есть ореховые. Ну, если я так поняла, арахисовая паста вроде бы на вид. Это что-то лаванда, да, что-то такое. Вот лавандовый вкус, банановый. Ну, в общем, разнообразные вкусы. Да, безе. Это макарунс. Сейчас скажу вам. Так. 9,50 евро стоит одна. 10 евро. Ну, писали бы уже 10 евро, да? Нет, 9,50. И все. И хочешь ты, что хочешь. Вот зеленая. Может быть, лайм, да? Фисташковая, да. Вот какой насыщенный пастберри. Это, наверное, вишневые. Красивая. Валерий стоит. Вот это, Валеру, смотри. Это, наверное, турецкий. Может быть и нет. Типа халва с орехами. Есть такой аромат. Какой фарфор красивый, да? Дольше, да? Вот это французское. Ой, какие печенька. Смотрите, какие красивые, сдобные печенья. Мне кажется, они как творожные похожи. А вот мы нашли новое место. Здесь дороже, но вроде бы дольше прогулка. По 30 евро. Ну, тоже очередь. Вот так вот называется. Но большая очередь. Валерий, давай мы не будем, правда. У нас не так много времени. Чтобы простоять час в очереди здесь. Il y en a encore un tout petit peu, mais ça sera plus gros aussi. Mais nous, on a toujours quoi? Encore une fois. А здесь вот еще есть посыпки. Маршмеллоу, здесь всякие разные. Шоколады, потом миндальные. Лепестки. В общем, что хочешь. Ну, вот такие вот вафельки. Только сидишь здесь, знаете, как бомж. Здесь все прогоняют, столиков у них нет. И, в общем-то, нужно где-то умудряться, не знаю. На этих, возле витрин. Возле цветов. Видите, кто где. В общем, мы шли на вот этот монаший двор, который там, где жили или живут бегинки, живут, наверное, там до сих пор. Вот. Ну, это большая такая достопримечательность. И по пути нам попался вот эта вот тоже знаменитая пивоварня, в которую хотел попасть муж. Халве-ман, по-моему, как-то так называется. Ну и, в общем-то, решили, раз уж мы мимо проходим, уже зайдем. Тем более у Валерия кофе разлился, мы только что эти вафли зашли.
У него родился кофе, значит, сама судьба ему здесь жажду утолить. Там огромная территория, там еще двор огромный. Весь уставленный столиками, и там полно мужчин. Здесь как-то поприличнее и пахнет лучше. А там прям пиво льется рекой, знаете. Thank you. We need a little, yeah. Вот там вот краники, и там вот подается пиво. А вот здесь, видите, варится. И здесь постоянно экскурсии какие-то. А здесь еще есть задний двор. Там, где, ну, вообще капец, конечно. Но я же не хочу выходить. Там прям видно часть завода с правой стороны. Смотрите, что здесь творится. Насколько он популярный. Здесь тише всего, там вообще прям галдеж такая. Смотрите, видите, здесь прям разливают по бутылочкам. Ну, это старое оборудование, я так поняла. Одно из, может быть, первых. Любят бельгийцы пиво, оно, конечно, у них, да, вкусное. Здесь меню, конечно, просто неимоверно. Одних видов блюд со спаржей, вот это вот все с левой стороны, девочки, с чем тут только нет. И с голландским соусом, и с разными, там, и с креветками. В общем, вот это все слева, вот это все со спаржей. Мы как-то так с этими вафлями немножко повременили, потому что картошка фри, нужно было зайти сюда. И здесь бы, конечно, а вот здесь горячие блюда. Господи, говядина и томленая, и запеченная, и, в общем, прям, вы знаете, очень аппетитное меню. Одно из прям таких аппетитных, которых я здесь в Бельгии читала. Потому что обычно оно у них как бы незамысловатое, так туда-сюда. А здесь прям, ну я прям читаю, и это уже звучит аппетитно. Так что мы решили в следующий раз приедем и бегом сюда. Будем пробовать. Но сейчас реально не хочется. Мы просто совершенно не голодны. Ну, а вот это вот без телефона никуда называется. Ну, пока мы осуществляли Валерочкину мечту с пивоварней, вот, уже закрылась. Вот то. Ну, я это снимала уже. Вы на моем старом канале, на Первом канале можете увидеть видео про Брюгге. Я снимала то, что там внутри. Вот это вот место там, где вот эти все бегонки, ну, монахини живут. Вот, хотя вот открыто. Валер, Валер, иди сюда. Открыто, хотя написано до 6:30. Может, туда не пустят уже? Туда уже не пустят. Здесь часы работы с 6:30 до 6:30. Вот это еще. Вот это еще. Да, конечно, ага. Написано. А, вот в 20:30 сегодня. Сегодня в 20:30. Ну все, значит, покажу вам в очередной раз. Да, Бегин.
Валер, тебе не кажется, что когда мы были тогда весной в марте, было намного красивее? Да, Ты помнишь, все цвело? Ты помнишь, то, вот что нарциссы цвели. нарциссы цвели, деревья цвели, оно было все яркое, помнишь? Да. А сейчас май месяц, гляньте, все подцветало и как-то никак. Ну, не, вот А мы такие думали, еще будут красивее сейчас. А вот смотрите, все уже отцвело и все. Ну, зато здесь такая атмосфера спокойненькая, такая. Хорошо здесь. Ну, я рассказывала историю этого всего. На прошлом канале, на старом канале, где есть видео там. Вот, я знакомилась с тем местом. И было намного красивее тогда, да? Валерусь? это монашки, которые убежали от мужей. Католические, да? Да. И это их не Ну, обед здесь не очень строгие, просто обеты, как, Да. допустим, у православных. Здесь более так все. Даже давайте зайдем в церковь, потому что здесь сейчас... Я думаю, возле Идёт. озера и правда красивее. Собственно, когда ты уже здесь когда-то был, уже оно не так все. Давайте зайдем. Ну, заходи. Ну. Ага, да. Там вот тебя прям ждут. Девочки, как прекрасно, правда, жить на белом свете. У меня сейчас такие кайфули вообще. У меня такие были сложные, такие последние недели, ну просто вот такое. И я сейчас сижу, по-настоящему отдыхаю. Потому что по-настоящему прекрасный день, прекрасная погода, прекрасное место. Завтра уже будет дождь, уже будет все по-другому, температура понизится. Вот, а сегодня мы в очень красивом городе, очень красивом месте. Брюгге – это, конечно, великолепно. Гент, конечно, он прекрасный, но он прям такой суровый какой-то, он старый, он такой прям, ну, готика, знаете, прям там другая ценность в другом. А здесь, конечно, не знаю, здесь какой-то мини-маленький рай. Туристов столько, что, честно, у меня... Вот сегодня вот здесь вот мы сейчас в этом парке, здесь хорошо, спокойно, а вот там, где в центре, конечно, я сегодня, ну вот, немножко не насладилась красотой. У меня впереди одни люди, группы, туристы с флажками, ну, просто одни люди. Очень много людей, ну, понятное дело, 1 мая, да еще и пятница, да еще и завтра выходной, послезавтра, что понаехало много людей, но, тем не менее, ощущения самые прекрасные сейчас. Да, мне прям не хочется домой ехать. Муж, конечно, говорил, мы можем остаться. И здесь мы можем в Остенде здесь рукой подать. Вот это уже море, Северное море. Мы можем туда поехать. Ну, нет. Я как бы, ну, думаю, что нет. Не планировали мы отдых с ночевкой. Вот поэтому вот так. Сейчас покажу вам, какой у меня вид впереди меня. Вот, уверена, вы оцените. Ну вот, посмотрите, это ли не прекрасно? Вот я с вами разговаривала и вот смотрела. So
Adică nu se bagă în Ba da, uite și merg pe apă, coboară în apă, se duc ca ei. Ми ж тут був. Ага. Я показываю улочки, какие есть в Брюгге. Мы просто что разговариваем с Валерием, что просто старинная архитектура, какая она вся, да не то, что необычная, она совершенная. Она настолько вся выполнена, просто шикарно, что, я не знаю, не идет ни в какие сравнения с современной вот этой вот сейчас архитектурой. Даже это архитектурой сейчас сложно назвать, это просто, ну, да, инженерное сооружение. Но это просто настолько великолепно, насколько вообще оно изящное, насколько оно выполнено вообще, ну, просто все, я не знаю откуда, как люди могли быть раньше такими талантливыми, такими вообще профессионалами. Это просто удивительно. Ну, вы посмотрите. Вот что сейчас строится, что-то подобное. Ничего, мы все ходим и восхищаемся тем, что было построено, Бог знает когда. И на такие вот именно места туристы же и съезжаются, да? Нет слов просто. Смотрите, 1330 год. Сразу тихо. Боже, шум на этой улице безумной. Сразу попадаем в такую тишину и спокойствие. Здесь в Брюгге так чисто, так уютно. Ну, маленький рай на земле, правда. Я бы хотела, конечно, чтобы у нас в Антверпене был такой уголок хотя бы где-то. Мы бы, наверное, каждый день бы с Валерием, я говорю, ходили бы. Ой, ходили бы, скажите, ну, вечером там. Маленькая церковь. Ну, я так и поняла, да, это садик какой-то. Ну, я не знаю, Валерий, может, это частная собственность, пошли. Ну, его, похоже. Это как у людей было, вот видишь, раз они помолились. Ну, это да, это может быть своя у них, типа часовенка маленькая, да. Похоже на то. Ну, зато, в отличие от наших мазанок, конечно, стенки вообще ровненькие. Это просто тоже балки имеются, но стенки все ровненькие такие. И прикрылись, видишь? Оказывается, они до 7. Здесь в Бельгии, ну, ничего нет круглосуточного или там до 12 ночи. Несмотря на все выгоды мира, несмотря на все деньги мира, нет. Поработали, пошли домой. Все, засветло. Засветло, гляньте, как красиво. Мне нравится, что Брюгге зеленый. Что он не серый такой. Очень много зелени, очень много цветов. Вообще красота. Saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight's hue as cobblestone sighs beneath our shoes. Вы посмотрите, какие отели. Вот один отель. Сейчас покажу. Вот еще один отель. Как атмосферно. Отель в очень самом старом здании, в самой старой части города. Смотрите, как красиво. Угу. Посмотрите, какой тут внутренний дворик. Ну, скажите, ну кто бы не хотел здесь остановиться. А вот этот балкончик.
Ну это же вообще... фонтанчик с подсветкой. Романтика. Там еще куда-то есть проход. Вечером здесь, да? Как сидеть ужинать. Ой, это, наверное, там задний двор для машин. Ну, красиво, да. Уютно. Вот собор Святого Сальвадора. Вам, конечно, об этом ничего не говорит. Мне то же самое, ну так, на всякий случай. Угу. Ну да, вот видите, написано Сальвадорс Кафедрал. Вот. Господи, там настроено, вы посмотрите. Смотрите, какая кладочка. Какая работа, девочки. И я 100% уверена, что нигде ничего не течет, не протекает, не затекает, не ломается, не разрушается. Не, ну может разрушается, ну, в общем, да. Смотрите, какие стены. Мы уже в поезде, он идет со стенда, конечная там стенда, и он забитый пришел. Но мы два местечка, конечно же, для себя урвали. Вот, так что мы едем домой. Устали. Можно было бы еще погулять, но если честно, ну, устали ходить. Вот так вот. Купила магнитик в Брюгге. В последнее время мне почему-то нравится покупать магниты. Ну, почему нет? На память. Скоро уже приедем. Дурдом в поезде творится, конечно, честно. Сдуреть можно. Где-то эти женщины мотаные, там вот этот дурдом. Это просто уже и к бабке не ходи. Такое ощущение, как они этим детям вообще ладу дать не могут. От слова совсем. Приехали не с Брюгге и сразу побежали в KFC. Ну, такие, что-то мы думаем, ну, сейчас дома надо что-то искать поесть. По дороге очень долго останавливались где-то, стояли. Короче, вроде бы как проголодались. Думаю, ну, ладно, зайдем в KFC, возьмем крылышек. Вот. И все, потом пойдем уже домой. Смотрите, как красиво тоже. Короче, проезжали Гент, там тоже все в аттракционах, там в районе вокзала. Я вот думаю, у нас как. Мы что-то туда не прошли. Ну, народу валом. Прям переполнено. Сейчас уже сколько? 10 часов? И тепло, так хорошо. У нас, как всегда, меню. 12 крылышек, картошка, соус и кола. Пепси, точнее. Картошка уже скоро нам будет сниться, честно. Куда ни пойди, везде одно фри.